Итак, продолжаем рисовать наши отдельно взятые объекты. Сейчас вот мы нарисуем губы. Вот такие вот фактурные, не глянцевые. Я специально выбрал такие. Глянцевые, мне кажется, даже легче было бы нарисовать. Там практически ничего нет. Мне вот захотелось вот этой сложной фактуры на матовой такой основе. Хочется показать именно то, что они матовые, такие матовые и имеют кое-какой все равно блеск, обозначенный бликами. Ну вот сейчас я рисую форму. Есть у нас там такой урок по развитию глазомера. Я там рисую лошадь и разбиваю ее на отдельные участки, на отдельные формы и показываю, как можно нарисовать такой сложный объект, бегущую такую лошадь. Вот здесь, в принципе, принцип точно такой же. Сначала я нарисовал общую форму с какими-то, может быть, ошибками. Потом я по верху этой формы прошелся и скопировал очень точно вот эту кривую, которая строит вверх нашей верхней губы. Вот. Потом, значит, прошелся по низу. Относительно верхней линии, нижняя линия уже становится понятной. Это позволяет сделать даже слабо развитый глазомер. Нужно соблюдать вот эти параллельности. Вот если провести какие-то прямые на таких длинных участках, вот эти параллельности прямых нужно соблюдать. Дальше относительно толщины верхней губы я приблизительно уже вижу, какая у нас толщина нижней губы. Хотя можно, я пользуюсь глазомером, но здесь можно даже измерить на фотографии толщину верхней губы и померить, сколько у нас этих толщин на нижней губе. Там получится где-то 1,5. Вот точно так же можно померить на своем рисунке уже нарисованную верхнюю губу и отступить от этого места 1,5 нижней губы. Сделать метку и соединить уголки рта такой кривой. Обратите внимание, у нас губа находится тоже немножечко как бы с разворотом. У нас центр немножечко смещен влево. В общем, собственно, нужно просто повторять, как на фотографии. Вот идем, например, верхнюю губу, вот эту вот полосу, вот эти волны. Точно так же мы и ведем у себя на рисунке. Нужно только соблюдать длины. Вот два верхних уголка на верхней губе относительно расстояния, которое находится от левого угла до первого нашего бугорка на верхней губе. Вот между ними посмотрите, как получается. Слева у нас немножечко длиннее, а между двумя бугорками немножечко поменьше. Вот и вы точно так же на эти моменты обращайте внимание. Их всегда много, они везде есть. Какие-то ярко выраженные бугры, какие-то полоски, какие-то черточки. Все время пляшите от них, и никуда у вас ничто не убежит, никакие пропорции. Со временем это все набивает руку, у вас прибавляется опыт, у вас появляется эта мышечная память. И вы просто, если будете на начальном этапе не торопиться и делать все очень скрупулезно, со временем у вас появится скорость, и вы будете делать практически не задумываясь. Просто рисовать без остановки. Все будет получаться. И не где-то какой-то один кусочек начинаем и раскрашиваем. Нет. Опять же делим все на участки. Вот сейчас мы нарисуем вот эту вот среднюю линию. Потом
другие линии, потом у нас появятся пустоты, потом мы их будем заштриховывать, закрашивать, затушевывать, как вам больше нравится. Вот основные вот эти вот складки на губах, их тоже можно сразу обозначить. Это будут наши потом объекты для ориентира. Относительно них мы будем делать более мелкие складочки, внимательно всматриваясь в фотографию и точно так же рисовать у себя. Граница верхней губы и место кожи, которая идет над губой, она у нас не совсем четкая. И мы ее точно так же проведем, эту границу, не совсем четко. Вот сразу у нас выделился один объект, верхняя губа. Мы обвели его со всех сторон. Сначала снизу, потом сверху размыто. И теперь зададим тон этому отдельно взятому объекту. Так пока грубо, поверхностно, ну, приблизительно точно. Светотень у нас должна быть похожая. Потом еще немножечко придется корректировать, так всегда с губами бывает, особенно если сложно. Мы будем работать ластиком, а какие-то участки у нас высветлятся. Их опять нужно будет немножко подтушевать. Но основные вот эти темные пятна, их можно сразу сделать. А нижняя губа у нас снизу вообще не имеет такой однозначной границы. Она у нас в середине плавно переходит в тень, как бы закругляется, нет такого острого какого-то угла. Вот. И слева и справа тоже своеобразно. Все это сейчас мы прорисовываем грубо, без четкости, без всяких. У нас точно так же, как и на других объектах, на портретах, на отдельно взятых каких-то рисунках, у нас здесь точно так же все разбито на этапы. Первый — это у нас линейный рисунок, второй у нас раскрашивание, такое грубое поверхностное, которое просто задает главную светотень. Потом мы будем делать прорисовку. А потом уже контрольную прорисовку, устраняем все недостатки. Чем больше кисточка, тем больше у нее производительность. Соответственно, тем быстрее она рисует. И если у нас где-то какие-то особенные места, где нужно более-менее точно сделать тени получения, придется замедлиться, взять кисточку поменьше. Главное — результат. А большие участки, конечно, нужно брать кисточки большие.
Ну вот, собственно, большой кисточкой мы поработали. Понимание целого у нас теперь точно есть. Теперь можно приступать к прорисовке. Подчеркиваем фактуру сейчас каких-то главных элементов. Потом поработаем с ластиком. А потом вот эти вот главные вот складочки, от них порисуем мелкие складочки. Опять поработаем ластиком. Ну, собственно, и все. Практически готов наш рисунок. Эскиз, тональность со светотенью, прорисовка, более точная прорисовка, устранение недочетов и готово. Вот примерно такой алгоритм на всех моих рисунках работает. Кое-где он разбит еще на какие-то отдельные подпункты. Благодаря основным моим ориентирам, вот этим большим складкам, которые я заботливо сразу подчеркнул, чтобы они у меня не утонули в растушевке, я вижу вот эти мелкие складки, которые у нас на фотографии. Я, конечно, не все рисую, но основные. По крайней мере, я понимаю, что они должны находиться, где их местоположение, благодаря вот этим вот основным большим складкам. Сейчас такой полумокрой кисточкой я делаю эту фактуру, не особо задумываюсь о ихней темности, вот тогда такого более точного понимания выражусь. Какие-то они будут посветлее, какие-то будут потемнее, это все потом подкорректируется с помощью ластика. И потом еще мы поработаем с целым, чуть-чуть мы потушуем наши губы. Самое главное, видите, у нас задано то, что губы у нас
идут валиком, они такие объемные, особенно нижняя губа. И вот эти вот складки тоже это подчеркивают. Без них они тоже были бы такие кругленькие, валиком. Но вот эти складки еще этот эффект сильнее подчеркивают. Так вот, мелкие вот эти вот морщинки тоже должны какой-то вклад внести вот в эту роль. Ну, сейчас мы всю эту фактурку нарисуем. Потом, где она у нас ярко выражена, мы чуть-чуть ее погасим. Где недостаточно выражено, подчеркнем. Все это сделаем с помощью ластика и еще одной контрольной прорисовочки. Ну, собственно, и все. И губы наши будут нарисованы. Изначально тональность я сделал немножечко более темной, чем она должна быть. Почему? Потому что все равно придется высветлять. Поэтому я взял немножечко небольшой запас. И теперь посмотрите, как контрастно работает ластик на этом фоне, на этой подложке. Вот, собственно, для чего она была сделана, для ластика. Видите, как здорово получается. Кстати, ластик точно так же, как и мокрая кисточка, если у нас будет перебор с какими-то светлыми линиями, их всегда можно просто провести пальчиками, чуть-чуть приглушить. А какие-то моменты, которые нужно, наоборот, светлые, их всегда можно провести еще раз и подчеркнуть, сделать более светлее. Каждая складочка бросает тень и в то же время принимает на себя свет. Точно так же, как и вся какая-нибудь верхняя или нижняя губа у нас имеет форму валика, точно так же вот эти все складочки имеют свои формы. Они тоже выпуклые или наоборот впалые, если это какие-то складки. Просто нужно иметь понимание этого. Иногда размер губ на портрете не позволяет провести такую точную прорисовку. Хотя я бы не назвал эту прорисовку совсем уж такой точной. Скажем так, я ее процентов на 50 по точности нарисовал. У нас не всегда есть возможность так точно подобраться, просто из-за того, что размер кисточек не позволяет. Поэтому нужно иметь понимание того, что самое главное, чтобы у нас губы имели форму валика, чтобы под ними была тень, если она у нас есть на фотографии, но это практически всегда так бывает. Вот. Нужно иметь в виду, что границы не всегда четкие. Я бы даже сказал, что они всегда не четкие, за редким исключением. Когда у нас губы ярко накрашены какой-то помадой или еще каким-нибудь.
принципе, ситуаций много разных. Всегда смотрите, как это в реальности, то есть как на фотографии. Не берите фотографии с искажениями, рисуйте с хороших фотографий или хотя бы с таких, которые не имеют искажения эффекта линзы. Обычно бывают люди, если сфотографировано на краю кадра, то лицо немножко растянуто в сторону края. Вот. Или подготавливайте заранее фотографии в фотошопе и только после этого рисуйте. Ну вот, собственно, наши губы практически нарисованы. Осталось немножко, пару штрихов, и все готово. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем уроке.